Пане президенте, прошу обратить ваше внимание на следующее. 10 июля 2019 года вы подписали указ, в котором дали зеленый свет на развитие туризма в Чернобыльской зоне. Туристический магнит Украины. Однако получается, что магнит Украины – это чернобыльская трагедия. А что нам известно о степени загрязненности зоны и какими именно радионуклидами заражена эта зона? Что мы знаем, например, об америций-241? А это продукт распада плутония-241. Это очень активный альфа-излучатель и очень хорошо растворимый. И очень опасный для человека, опаснее, чем плутоний. И этот радионуклид в Чернобыльской зоне накапливается. С каждым годом его становится больше. Почему? Очень просто. У плутония период полураспада 14 лет. У америция 432 года. И это лишь маленький штрих к тому, чем опасна зона, которую с вашей легкой руки считают безопасной. Ведь именно вы предложили продвигать бренд «Безопасный Чернобыль». В то время, когда на территории Чернобыльской зоны находится несколько радиационно и ядерно опасных объектов. Чернобыльская АЭС, а в ее составе объект укрытия НБК, завод по переработке жидких радиоактивных отходов, завод по переработке твердых радиоактивных отходов, недалеко от ЧАЭС Хаят-2, Вектор, Цхаят. И в этом году начнут возить отработанное ядерное топливо с украинских АЭС на центральное сховище. И, кстати, вот тут к Дню независимости должны подвести первую кассету. В своем указе с целью упростить развитие туризма на Чернобыльской трагедии вы даете поручение подать в Верховную Раду изменения в закон про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чернобыльской катастрофы от 1991 года. Я думаю, что эти изменения коснутся как минимум двух пунктов, где четко прописано, кому запрещено посещать зону. Раздел 2, статья 12. Запрещено посещать зону лицам, которые не имеют специального разрешения. А также тем, кто имеет медицинские противопоказания для работы в контакте с источниками ионизирующего излучения. А в зоне этих источников просто безличь. Согласно второму пункту, все, кто посещает зону, на мой взгляд, обязаны предоставлять медицинское заключение о праве посещения зоны. Ну, как вы понимаете, никто из туристов этого не делал и не делает. Видимо, эти пункты надо убрать или изменить, дабы легализовать зарабатывание денег на последствия катастрофы. Далее. 11 августа этого года правительство легко и изящно урезало финансирование Чернобыльской АЭС. Радиационно и ядерно опасный объект. Станцию каждый год недофинансируют на 30-40%, и, видимо, решили, что не додать каких-то там 10 миллионов, ну ничего страшного. На следующий день, 12 августа, советник министра Министерства защиты окружающей среды на встрече с журналистами в Чернобыле заявила, что выделено 30 миллионов гривен на реновацию некоторых туристических объектов Чернобыльской зоны. А это уже последствия вашего указа. Два события, которые как бы не связаны между собой. Но по этим событиям я вижу, что приоритет финансирования отдан туризму в ущерб безопасности Чернобыльской АЭС. Я понимаю, что решение о выделении 30 миллионов гривен – это не прямое распоряжение Кабмина. Это инициатива Офиса президента, согласно пресс-релиза ДАЗ, опубликованного на их странице в Фейсбуке. Кстати, все ссылки будут в описании. В любом случае, это деньги из государственного бюджета. Есть такое понятие – культура безопасности. И было бы очень хорошо, чтобы те, кто принимает решения, знали, что это такое. Помнить Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, конечно же, необходимо. Но для этого
Не обязательно возить людей на радиационно загрязненные территории, подвергая их малейшему, пусть даже потенциальному риску. Есть музеи Чернобыля, которые, к сожалению, еле-еле концы с концами сводят. Есть ликвидаторы, о которых, опять же, к сожалению, вспоминают только к юбилейным датам. И последнее. Ну, раз уж в бюджете Украины появились совершенно свободные 30 миллионов гривен, так может лучше провести радиационный мониторинг зоны, который не делался более 30 лет. Пусть даже в рамках программы «Велике будівництво». Чому ні? Это позволит узнать реальные границы зоны и реальное содержание и распространение радионуклидов. И еще, уже самое последнее. В указе вы поручаете обеспечить завершение работ по установлению границ Чернобыльского биосферного заповедника. И это правильно. Но может для начала мы займемся границей самой Чернобыльской зоны? На основе вышеизложенного предлагаю рассмотреть следующее. Первое. Провести радиационный мониторинг зоны. Второе. Сконцентрироваться на привлечении научного потенциала для изучения процессов, происходящих на радиационно загрязненных территориях, а не насыщать зону туристами. И третье. Ограничить туризм в соответствии с законом о правовом режиме зоны от 1991 года, который пока еще, к счастью, не изменили. С повагою до вас, Александр Купный, ликвидатор, бывший работник Чернобыльской АЭС, член Союза журналистов Украины. Будем жить, и пусть никто не уйдет обиженный.